Всем привет! Если ваш велосипед после обычной городской поездки напоминает болотного монстра, то вы по адресу. Сегодня я объявляю войну грязи в домашних условиях. И небольшой спойлер, почему-то не все жены в восторге от этого мероприятия. Собственно, наш пациент. Начать, естественно, нужно с подготовки. Поэтому, я думаю, самое время сменить ракурс и показать вам весь процесс подробно в деталях. Для начала заберем стульчик у ребенка, чтобы нам было поудобнее. Также нам понадобится немножко инструмента и тряпки, чтобы грязь сильно не разбегалась. Процедура у нас сопряжена с риском испачкаться самому и все вокруг, поэтому одеваем что-нибудь, что не жалко, и приступаем. Правило номер 1. Всегда снимай колодки перед мойкой, потому что моющее средство плюс колодки равна смерть тормозам. К сожалению, пришел к этому на своем горьком опыте, поэтому теперь только так. Здесь одна простая хитрость. Нужно запомнить, в каком положении они стояли. Держу пари, большинство зрителей не снимают колодки. Если это не так, напишите в комментариях, снимаете их вообще или нет. Нам еще потребуется снять цепь. Для мойки нам понадобится несколько ингредиентов. Первое. Изначально я мыл вот такой вот штуковиной. Ничего плохого не сказать не могу, кроме того, что стоит она много. Потом посмотрел видео из мастерской Love Bike. Там ребята подсказали, что можно использовать вот такой вот автошампунь. Если смотреть по цене, то вот этот концентрат, баночка, мне кажется, она стоит то ли в 5, то ли в 10 раз дешевле, чем одна вот такая вот банка уже готового шампуня. Ну, что я могу сказать? Экономия наша все, этого хватит на одну мойку. Это я уже месяц мою, и, как видите, тут почти никуда не ушло ничего. Второй ингредиент, который нам понадобится, это пеногенератор. Есть ручной, есть электрический. Ну, я выбрал электрический какой-то вот сезон. Посмотрите, там, с Wildberries, с Алика, закажите, который вам понравится. И, естественно, щетки. Щетки с мягким ворсом. Вот такие еще использую. Здесь совсем мягенькие, деликатные. Ну что, приступаем? Что мы имеем? Мы имеем 3 минуты отдыха, пока пена работает. То теперь добавим немного ручной работы. Так, теперь вооружаемся кучей тряпочек, чтобы вытереть все. И секретный ингредиент нашего успеха — это вот такая дулка для прочистки компьютера от пыли. Но она мне помогает выгнать всю влагу, чтобы ничего не ржавело.
чтобы у нас все лучше блестело и грязь меньше прилипала, вот такой вот штукенцей пользуюсь после мойки. Пахнет приятно, кстати. Тебе стульчик вернуть надо? Ладно. Теперь одна из основных проблем этого процесса. Вся ванна после этого, конечно, засрана. Что папа делает? Да не все так плохо. Так, возвращаем цепь на место. Так, ну вроде все готово. Мыльца испачкались. Ну, это небольшая цена за получившийся результат. Сейчас все уберу и покажу результат. Подведем итог. Велосипед сияет, ванна как поле боя. Я мокрый, уставший, но довольный. Считаю, это победа. Ребят, если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. Также напишите, есть ли у вас опыт по приведению велосипеда в порядок в домашних условиях. Будет очень интересно почитать, может что-нибудь полезное почерпнуть для себя. Да, всем спасибо, до новых встреч.